Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Паб. С вами, как всегда, Яна. И если вдруг вы все еще не подписаны на этот канал, то обязательно подпишитесь. И уже прямо сейчас можете при файрам поставить лайк этому видео, потому что сегодня на нас с вами ждет очень интересный и необычный челлендж. В последнее время мы все чаще говорим про искусственный интеллект, как он интегрируется в нашу жизнь и с каждым днем все больше и больше развивается. Поэтому мне стало интересно, сможет ли игрок распознать, где ответы, которые сгенерировал искусственный интеллект, а где ответы его тиммейтов. Поэтому вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Приветик, Саша. Привет. Как тебе сегодняшняя наша задача? Ну, так как я не знаю, как это будет работать с искусственным интеллектом, поэтому посмотрим. И наш первый вопрос. Куда пригласить девушку на свидание? Первый вариант ответа. Повел бы девушку в ресторан в Мильте. Второй вариант. Прогулка по лесу на лошадях. Третье. Что-то активное. Ролики, каток, велосипеды или ролики. Четвертое. На рыбалку. Звучит как идеальный план. А как вот эти вот ответы на вопросы, пацаны, там рофлили или как, серьезно отвечали? Кто-то рофлил, кто-то серьезно отвечал, поэтому... Я думаю, то, что ИИ это второй или третий на рыбалку, я думаю, то, что это Костя или Ваня. И первый вариант, думаю, то, что Костя или Ваня. Пусть будет то, что Тёма выбрал на лошадях. Угу. Третий вариант ролики это искусственный интеллект. Угу. Первый Рыбалка. Мильта пусть будет про Мелмана, рыбалка про Ваню. То, что Ваня выбрал. Смотри, ты с первого раза сразу же отгадал искусственный интеллект. Он предложил что-то активное, ролики, велосипеды или каток. А прогуляться по лесу на лошадях предложил Костя. Тёма бы повел бы девушку в ресторан в Мильте, а Ваня бы погнал с девчонкой на рыбалку. Звучит как идеальный план. Ты практически все отгадал, поэтому мне кажется, что это очень крутой старт. И переходим к нашему следующему вопросу. 3 самых важных черты характера в человеке. Верность, тактичность и самоирония. Верность, честность, доброта. Честность, доброта, юмор. И лично для меня важно, чтобы человек был добрым и воспитанным. Ну, добрым и воспитанным, наверное, кто-то из пацанов выбрал. Да вряд ли. Думаешь? Думаю, вряд ли. Костя такой, не, вряд ли это про я нас. не знаю, как это выбирать. Там же 3 надо, а там 2, может, и ошибся. Угу. Давай для начала определим, где может быть ИИ. Тактичность. И самоирония. Вот часто, может быть, игрок в роликах рассказывает, что ну вот такой я есть, и вот... Ну, это про Ваню, наверное. Верность, честность, доброта. Тёма. Это какой-то слишком простой ответ. Тёма. Угу. Кто-то подсказывает за кадром. Вообще так беспалевно такой Тёма. Так, Тёма. наверное, юмор я бы скинул про Мелмана, а вот этот второй слишком простой ответ, наверное, на Тёму похож. Когда не заморачиваешься, чисто ответить просто на вопросы, и все. А последний, ну пусть будет И. Последний ИИ. Первый это, как я понимаю, Ваня. Да. Второй Тёма, третий Костя. Да. Тёма, потому что доброта, незатейливый ответ. Костя, потому что важно юмор. А Ваня самоирония. И ты ответил абсолютно верно. Абсолютно верно. Ты нашел ИИ, ты ответил по всем игрокам абсолютно правильно. Поэтому идем к следующему вопросу. Твой самый любимый фильм. И тут, по идее, уже должно быть немножечко проще. Вспоминая «Титанов», нет любимого фильма. «Гарри Поттер и Кубок огня», «Последний самурай». Ну пусть будет Гарри Поттер, это сразу И. Потому что без понятия, что за 3 других фильма. Ты эти фильмы не смотрел? Фильмы нет. Давай тогда пойдем от противного. Нет любимого фильма. У кого есть тиммейтов, может быть, мне кажется, это вот такой ответ. Тёма. Ты там должен рофлить, а не ответы мне подсказывать. Не, ну Ваня самурай точно. Тебе вообще без понятия, что это за фильмы. Я бы Титана на Мелмана поставил, Самурая на Ваню, вот так бы. Угу. Итого, нет любимого фильма, это ответ Тёмы, ты абсолютно правильно ответил. «Гарри Поттер и Кубок огня» — это ответ, который сгенерировал ИИ. «Последний самурай» — это любимый фильм Кости. А «Вспоминая Титанов» — это любимый фильм Вани. Без понятия, что это за фильмы? Больше знаешь, да. Вы можете, как вариант, в свободное время посмотреть вместе все эти фильмы, и, возможно, они станут тоже твоими любимыми. Переходим к следующему вопросу. Если у тебя странная привычка. Иногда я могу говорить сам с собой или со своим котом. Прям странных нет, разве что у меня кружка для чая пол-литровая. Нету, я абсолютно нормальный человек. И последний – ставить прочерк на такие странные вопросы. Ты должен рофлить тут, а не подсказывать мне.
Я рофлю, это не я. У кого есть тиммейтов пол-литровая кружка. Это, походу, понятно уже у кого. Ну, у Вани Тёмы нету точного. Мгм. Поэтому... Тогда логично предположить, что это Костя. Поэтому логично, да, то, что это только кость. Какие там еще были У варианты? Нет, я абсолютно нормальный человек. Такой Это и точно. нормальный среднестатистический человек. Потому что он не человек. Так он бы так не сказал. Так это тройная игра. А искусственный интеллект может сказать, что он человек? Может. Может? Какие-то могут и не сказать. Так, У кого код я есть? думаю, вот это про ИИ. А кто код только у тебя есть? Ну, да, у Кости есть кот. У тебя есть код? Нет. Уже которое видео подряд мы говорим про кота Мелмана. Да не думаю, что Костя с котом разговаривает. Но максимум выпинывает из комнаты. И Костя такой в этот момент, ну да, я не разговариваю. Окей, пусть это будет ИИ. И вот тут практически два похожих ответа. Первый это прочерк, второй это нет. Нет, значит, это Тёма ответил. А прочерк Ваня пусть будет. По идее так. И того, ставить прочерк на такие странные вопросы, это Ваня. Нет, я абсолютно нормальный человек. Это Тёма. Разговаривает сам с собой и своим котом. Это ответ от ИИ. И Костя, у которого пол-литровая кружка. Все абсолютно верно. Тут теперь следующий вопрос будет довольно-таки близок к тебе и твоей команде, поэтому, я думаю, ты быстро угадаешь. Твое любимое упражнение в зале. Жим лежа, планка и присед, турник, жим лежа. Опа. Опа. Два жим-лёжа, да, получается? Два жим Два лежа. жим лежа, да. Турник и планка и присед. Не, это точно ни про кого не из нас. Это пусть ИИ будет. Жим-лёжа. Ты один точно, Ваня. И тут Второй жим вопрос- лежа. Вопрос про Тёму, потому что Тёма тоже в последнее время там про турники говорил. Поэтому я бы так поставил. Ну Мелмана тоже жим-лёжа поставить. Итого, Ваня, Мел, жим лежа, турник Нет, Тёма, я бы не, планка я при- бы... Да какой Мелман жим лежа, там 20 килограмм поднимать? Че ему там? Пусть турник делает. Он Да, нам я не видосы- дотягиваю, чтобы ему чапалах дать. Он видосы нам скидывал, как он там подтягивается, там, поэтому пусть будет Мел турник, а Тёма жим лежа. Но я бы не сказал, что Тёма жим лежа тоже любимое упражнение. Мгм. Так, итого у нас два жима лежа, это Ваня и Костя. Нет, Ваня и Тёма. Я поняла, я тебе говорю, какой результат по итогу. Опа. Правильный. Ах ты крыса. Жим лежа Ты выбрал крыса, я Ваня, тебе говорю, жим лежа блин. выбрал Костя, турник выбрал Тёма, а планка и присед это ответ, который сгенерировал ИИ. Какой ты жим лежа, куда ты? Я люблю. Чисто так, Жим просто, лежа это не... просто гриф поднимать. Короче, Но понятно. там же не было про какой-то вес. Можно жать и, в принципе, один гриф олимпийский. Он 20 килограмм весит, уже хорошо. Хорошо, идем дальше. Что должен иметь успешный киберспортсмен? Первый ответ. Контролировать свой настрой в течение дня, вне зависимости от результатов. Как минимум руки. Во-первых, стратегическое и тактическое мышление, должен уметь работать в команде. И последний ответ. Для начала у него должен быть хотя бы ПК. Пусть последний будет про Мела, Как минимум руки. пусть будет Ваня. Так, и третье, и второе, точнее. Стратегическое и тактическое мышление и должен уметь работать в команде. Пусть будет первое про Тему, а второе, вот это, третье про ИИ. Ты абсолютно верно снова угадываешь искусственный интеллект. Во-первых, стратегическое и тактическое мышление должен уметь работать в команде, так как это компиляция всех ответов в интернете, поэтому он выбрал что-то среднее. Тёма ответил, что как минимум руки нужны успешному киберспортсмену. Это как бы залог и начало успеха. Я подумал, Ваня руки... сказал, что Я подумал этому руки, всему- потому что это Ваня руки, типа... Я думал, он тут зал, он связал вот это все. Ваня решил добавить к Тёме и сказать, что хотя бы для начала нужен ПК, а вот Костя сказал, что нужно уметь контролировать свое настроение в течение дня, вне зависимости от результатов. Ну да, Тёма бы такой, да. Уже сейчас такой, да, действительно, исходя из того, что Тёма максимально коротко отвечает на все вопросы, то, в принципе, как мне там было просто один ответ – руки. Ну, Всё. понятно, да. Дедуктивные способности на маленьком уровне. Для меня идеальные выходные – это провести время с любимым человеком, отдохнул бы с друзьями, выпустить энергию. Я не очень люблю выходить из квартиры, поэтому позалипал бы в какой-то фильм или сериал с вкусной едой. Идеально ж.
Провести время с любимым человеком. 2 одинаковых ответа. Но один из них и с друзьями пусть будет Ваня. Так Тёма такой же. Понимаешь? Вы с ним одинаковы в этом плане. Просто вопрос, кто там больше из них хочет выйти на улицу. Но пусть будет то, что Мелман недолго состоит в отношениях, поэтому пусть будет Мелман то, что погуляет, а Тёма посмотрит. Тёма смотрит, Ваня отдыхает с друзьями, и Костя у нас время с любимым человеком. Да. Угу. Смотри, впервые ты не отгадал искусственный интеллект. Ответ от ИИ был про то, что я бы позалипал бы дома и провел бы все это время за просмотром фильма, покушал бы вкусняшки. Это был ответ от искусственного интеллекта. Провести время с любимым человеком ответил Костя, точно так же ответил Тёма. Ну, да. И отдохнул бы с друзьями и выпустил энергию Ваня. Ты абсолютно правильно отгадал. Я вижу, ты удивлен ответами. Да не, на самом деле. Ну, можно было предположить. Угу. Ну Ты так. распознал искусственный интеллект. Не Первый распознал, раз. он смог Первый тебя раз. впервые обмануть. Хорошо, кем ты хотел стать в детстве? Врачом, чтобы спасать людям жизни, да и халаты у них классные. В детстве я мечтал найти чемодан с $1 миллион по пути в школу. Никем. Чемпионом по КС 1.6. Так, никем Тёма. Однозначно просто. Хорошо. Чемпионом по КС 1.6 Ваня. Доктором, наверное, это какой-то слишком такой ответ. Простой. Пусть будет это Похоже ИИ, на то. Угу. а с чемоданом Мел. Пусть будет. И ты абсолютно правильно разгадал всех своих тиммейтов и искусственный интеллект. И предпочел стать врачом. Костя в детстве мечтал найти чемодан с $1 миллион по пути в школу. Нормально ты мечтал? Засыпал с этой мыслью. Вот такой. Это забавный ответ, когда человек такой: я в детстве хотел стать никем, я вырос и не смог держать свое слово, я стал киберспортсменом. Хорошо, что может тебя очень сильно разозлить? Когда первым умираешь на турнирной игре. Я очень вспыльчивый, поэтому даже удар об ножку стула или кровати может меня вывести из себя. Бестактность злит, когда меня не слушают. Ой, вот это самый длинный ответ пусть ИИ будет. Когда первым умирают Тёма. Такая отсылочка может быть, да, к турниру? Да, первой игры, да. Ну, заслуженное такое звание, первый фраг турнира. Да, неплохое. На прошлом ПГС мы Нет, забрали наоборот, мы убили, сделали первый фраг. А тут, Ну, нужно тут противоположно. время от Добывает. времени что-то менять, да. Да злит пусть будет про Ваню, а бестактность пусть будет про Костю. А почему именно про Ваню ты выбрал, что когда не слушают? Может Да, быть, какие-то есть может, посылки к этому Да всему? нет. Ну, в принципе, любит злиться, поэтому ему это свойственно. Там причины не нужны, в принципе. Абсолютно верно. Злит, когда не слушают, это Ваня. Бестактность — это Костя. Умираешь первый на турнирной игре — это Тёма. Такая отсылочка к нашему турниру. Ну и вспыльчивый, который может удариться об ножку стула, кровати, и это может вывести из себя, это ответ искусственного интеллекта. Вот такой он бедный, вспыльчивый. Последний вопрос. Куда бы ты потратил призовые с ПГС за первое место? Открыл бы свое дело. Надо вложиться уже давно в какой-то бизнес, но я пока не придумал. Отдал бы долги, а оставшиеся деньги потратил бы на путешествия. И последний ответ – это на путешествие. Так, отдал бы долги, пусть будет ИИ. Да я не думаю, то, что у нас... Хотя, так... Да у него нет долгов, он все отдал. Я не думаю, что у него там есть долги еще какие-то. Угу. Так, Ну, последнее... нужно нет, подумать, ладно, что так, призовые подумай. за первое место огромные, и какие там должны быть долги, в принципе, чтобы отдавать Не. призовых. Но бывает всякое. Открыл бы свое дело. Кто бы мог открыть свое дело в вашей команде? Да, наверное, если там вот все так брать, именно всю Мгм. строчку, которая была, которая давно типа уже это, то, наверное, Ваня мог бы Угу. Мне нравится логика. путешествовать. Пусть будет Тёма путешествовал бы. А почему, Тёма? Ну, типа, ты же наверняка руководствуешься какой-то логикой, такой, типа, ну вот, открыл бы свое дело, либо там какой-то бизнес, там это может быть скорее Ваня или Костя, а вот Тёма бы путешествовал. Тёма молодой. Эти два старпера уже что, им только дело открывать. Увидит Италию, возможно, он захочет там пожить. А что Как я вариант. выбрал на ИИ? Ты выбрал ИИ, отдал бы долги, а оставшиеся деньги потратил бы на путешествие. Ты думаешь, и так прям шутит классно? А тут, в принципе, и шутки нет. Там
Смотрите, ИИ — это компиляция общих ответов в интернете. То есть я просто написала, куда потратить $1 миллион, ну, условно. Такой самый популярный вопрос. И мне вот накидали разные ответы, поэтому это, в принципе, может быть все, что угодно. Начиная от того, чтобы там делать бизнес, вложиться в дело, попутешествовать, либо отдать долги. Ну пусть будет открыть бизнес первый, и открыть что-то давно пора, пусть будет это про Ваню. Кто бы отдавал долги? У тебя есть долги? Есть? Хорошо, ладно, окей, пусть будет как первый вариант. Пусть Мел с Ваней там... Мел первое, Ваня второе, Угу. и третье, и Тёма четвертое. Итого, у нас получается, что ты снова отгадал ИИ, отдал бы долги, а оставшиеся деньги потратил бы на путешествие. Это такой самый средний ответ, куда потратить там $1 миллион, помимо вот этих всех дефолтных историй с квартирой и машиной. Открыл бы свое дело. Это ответ Вани, надо вложиться уже давно в какой-то бизнес, сказал Костя. Ну и Тёма бы такой, я бы попутешествовал, почему бы нет? Все эти мирские штуки с бизнесами и с делами мне, в принципе, не надо, поэтому я хочу видеть мир. Ну, в принципе, я, можно сказать, угадал. Ну, они там одинаковые, да. два ответа. Я тебе хочу сказать, в целом, подводя итоги этого видео, ты очень круто справился, правда, потому что ответы и где-то были немножечко перефразированы, где-то они были, не брались прям такие дефолтные ответы, которые мне предоставлял ИИ, поэтому в целом ты очень круто справился. Тебе огромное спасибо за такой забавный челлендж, и увидимся с тобой уже в следующем видео. Все, давайте. Увидимся. Друзья, пишите в комментариях, как вам такой формат, понравился ли вам наш сегодняшний челлендж, и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч, пока-пока.